Всем привет! Перед просмотром включите субтитры и подпишитесь на канал. Если вы хотите поддержать канал донатом, вы можете сделать это, перейдя по ссылке в описании. Для начала хотел бы поделиться новостью для тех, кто не знал. Была так называемая ошибка, и на 13-е бесплатное кручение в новой рулетке все получали целого думию. Оказывается, это был баг, и они все исправили, и теперь пишут, что это была удача. И на 13 теперь падает совсем не то, что хотелось бы. В очередной раз доказали то, что им плевать на игроков. Как-то так. А теперь перейдем к хорошему. И свершилось чудо, и мы затестили наемников. Для этого теста пришлось потратить немало наемников, а также дополнительных ресурсов. Но результат получился отличный. Поэтому не жалейте лайков и проверьте, подписаны ли вы на канал с включенным колокольчиком. Вкратце расскажу, как мы тестили, дабы не случилось того, что наши герои бьют команду противника. Мы использовали только танков, чтобы не было урона и чтобы только наемники сражались. Получилось очень много боев, но и некоторых наемников мы не использовали. Думаю, в будущем сделаю вторую часть, где проверю всех остальных наемников, естественно, кроме начальных, ведь у них нет особых навыков. Мы тестили 7 разных наемников, это чумлинги, ведьма, оборотень, морозные зомби, шаман-оборотень, морозные банши, моллюск, ну и паразиты. И, естественно, в каждой пачке были каменные щиты по 20 штук, как стандарт. Да, вы можете сказать, а если использовать 5 или 10 щитов, то все будет по-другому. Пару раз мы проверяли и так, и результат оказался одинаковый. Бой первый. Морозные зомби против чумлингов. Как видите, в атаке всегда будет поражение, но это не важно, ведь мы специально использовали танков. Но в битве наемников зомби победили чумлингов, ведь их осталось еще 84 после боя, а чумлинги все погибли. Надеюсь, суть тестов все поняли, поэтому далее на ускоренном буду показывать и останавливаться на некоторых моментах. Бой второй. Морозные зомби против шаман-оборотень. Победа зомби, и тут зомби осталось 120. Бой третий. Зомби против банши. Победа зомби, но банши 17 штук выжило, поэтому уже неплохо, но все же зомби осталось больше. Бой четвертый. Зомби против моллюсков. Как я ожидал, эти моллюски гораздо сильнее зомби, и победа от моллюсков. Бой пятый. Зомби против паразитов. Паразиты победа, но не так как моллюски, но все же победа есть победа. Бой шестой. Зомби против ведьм шаманов. Как видите, ведьмы очень хорошо восстанавливают погибших союзных наемников и также себя. Ну и для многих это неожиданный результат, легкая победа ведьм. Седьмой бой. Моллюски против чумлингов. Победа чумлингов. Восьмой бой. Моллюски против шаман-оборотней. Победа шаман-оборотней, так сказать, второе поражение моллюсков. Бой номер 9. Моллюски против банши. Тут с натяжкой и, конечно, спорно, но все же банши победили, ведь их осталось почти 50%, а моллюсков почти 25%. Бой 10. Моллюск против паразиты. Победа паразитов. Бой 11. Моллюски против ведьм шаманов. Легкая победа ведьм шаманов, и получается у моллюска всего лишь одна победа против зомби.
Да, в очередной раз вы можете сказать, если поменять количество и все такое. Ну, для тех, кто так будет писать, попрошу заранее скинуть отчеты в Discord канал. Ссылка Дискорда в описании. Возможно, кто-то нашел идеальную комбинацию по количеству наемников, поэтому буду только рад. Но, увы, все комбинации количества наемников проверить нет возможности, на это нужно потратить немало времени. Бой номер 12, шаманы против чумлингов, победа чумлинги. Бой 13, чумлинги против банши, победа снова чумлинги. Бой 14, чумлинги против паразитов, победа паразитов. Бой 15, чумлинги против ведьм шаманов, победа чумлинги. Бой 16, шаман оборотнем против банши. Как видите, тут ничья, поэтому первая ничья. Бой номер 17, шаман оборотень против паразитов, победа паразитов. Бой 18, шаман оборотень против ведьм шаманов, победа ведьм шаманов. Бой 19, паразиты против банши, победа паразитов. Бой 20, ведьма шаман против банши, победа ведьмы. Бой номер 21, ведьм шаманов против паразитов, так сказать, бой лидеров. И тут победа паразитов. В итоге что мы имеем? Все победы у паразитов. Второе место делят чумлинги и ведьмы, шаманы, по 4 победы. Ну а третье место зомби. А вот моллюски оказались сильны только против популярных зомби, как-то так. В общем, жду скрины в Discord канале, вдруг у кого-то есть скрины, например, где идеальное количество комбинаций для некоторых наемников и где моллюски в некоторых случаях может иметь победы. Поэтому как-то так. Всем спасибо, ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал и всем пока-пока.